Привет, друзья! Спасибо, что заглянули ко мне в гости. И в этом видео мы приготовим вот такую аппетитную закуску из слоеного теста. Такая закуска подойдет к любому праздничному столу, а на праздниках закусок много не бывает. А главное, что это быстрая закуска для тех, у кого мало времени на приготовление. И в этом видео я покажу вам два варианта начинки. Так что пойдемте готовить их вместе со мной. И для первой начинки нам понадобится немного вареного шпината. И лучше его измельчить, мне это удобнее делать ножницами. Затем нам понадобится рикотта, а вы можете использовать творог. Присаливаю и добавляю черного молотого перца. И хорошенько перемешиваю до однородной массы. А сейчас я натру немного сыра пармезан. Если вы, как и я, использовали рикотту, пармезан вам поможет сделать начинку погуще. А если вы используете творог, можете и не добавлять. И добавляю 1 столовую ложку. Лучше натирать на мелкой терке. Хорошенько все перемешиваем, и наша первая начинка готова. Вот такая начинка у нас должна получиться. Для второго варианта нам понадобится куриная грудка. У меня куриная грудка запеченная. А вы можете ее просто отварить. И нарезаю ее на мелкие кусочки. Отправляю в салатник. Присаливаю по вкусу. И добавляю черного молотого перца. Затем добавляю кетчупа. Кетчуп можно заменить на соус барбекю. Но не добавляйте слишком много, чтобы начинка не была слишком жидкой. Перемешиваем и готово. Вот такая начинка у нас получилась. Теперь беру слоеное тесто прямоугольной формы. Складываю пополам, чтобы понять, где серединка, и затем разрезаю на 2 равные части. Затем выкладываю начинку из шпината на половину теста. Стараюсь хорошо распределить до краев. Затем аккуратненько накрываю. И теперь разрезаю на маленькие квадратики. Квадратики делаю на 1-2 укуса. Из половины слоеного теста я нарезаю 12 кусочков. И выкладываю их в форму для выпекания. Теперь распределяю начинку с куриной грудкой на вторую половину теста. Начинка должна быть густой. И также аккуратно распределяю до краев. По желанию можете посыпать тертым пармезаном, но это не обязательно. Затем аккуратненько накрываю. И также нарезаю на 12 кусочков. И выкладываю в форму для выпекания. А теперь желток смешиваю с небольшим количеством молока. И смазываю наши слойки. Теперь для посыпки возьму кунжут и мак. И слойки со шпинатом посыплю кунжутом.
А слойки с куриной грудкой посыплю маком. Ну вот и готово, можно отправлять в духовку. Духовку предварительно разогреваю на 180 градусов и выпекаю до красивого румяного цвета. И подаем. Я вам советую приготовить их, но отправлять в духовку по приходу гостей и подавать их горяченькими, так еще вкуснее. И вот такие аппетитные закусочные слойки у нас получились. Получается действительно аппетитно, вкусно и празднично. Тесто, смазанное желтком, при выпечке покрывается румяной корочкой и получается не только вкусно, но и красиво. И готовятся они очень быстро. Давайте я вам покажу и поближе. Смотрите, какие маленькие пышечки. Хорошо пропеклись, и такого размера удобно подавать как закуску. И начинки достаточно, а эти с куриной грудкой и кетчупом. Легкие, воздушные и хрустящие слойки. И вот смотрите, сколько здесь начинки. Сейчас попробую. Очень вкусно. Так что ставьте пальчики вверх и подписывайтесь. А в описании под видео я вам оставлю ссылочки на интересные рецепты из слоеного теста. Так что заглядывайте. Ну и на этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи!